Всем привет, особенно любителям шоколада. Сегодня мы с вами приготовим эклеры 3 шоколада. Это эклеры на основе черного какао с начинкой из молочного ганаша, а сверху наши эклеры будут покрыты глазурью из белого шоколада. Очень вкусное сочетание. Давайте скорее готовить. В сотейник добавляем молоко, воду, соль, сахар, сливочное масло. Ставим все это на плиту, перемешиваем и доводим до кипения. Смесь начала активно кипеть. Высыпаем сразу всю просеянную муку, снимаем с огня и жесткой лопаткой активно перемешиваем. Для приготовления этих эклеров я использую черное какао. Вы, конечно, можете использовать и обычное. Формируется комочек теста. Продолжаем перемешивать до тех пор, пока на дне сотейника не появится мучной налет. У меня сотейник с толстым дном, и мучного налета на нем не образуется, но если вы используете обычную посуду с тонким дном, то вы обязательно заметите характерный налет на дне посуды. Это значит, что тесто уже готово. Обычно это занимает около 2 минут. Затем тесто перекладываем в другую емкость. Вы можете не ждать полного остывания теста. Главное, чтобы оно не было очень горячим, чтобы яйца не сварились. То есть температура примерно 50-60 градусов уже допустима. После остывания начинаем по одному вводить яйца. Как только до однородности перемешали одно яйцо, вводим следующее яйцо. Для заварного теста очень важно количество яиц именно в граммах, так как яйца по весу могут быть разные. И само тесто каждый может уварить немного по-разному, где-то чуть дольше, где-то чуть меньше. И количество влаги в тесте, соответственно, может немного отличаться. Поэтому добавляйте последнее яйцо в несколько этапов. Обязательно смотрите при этом на консистенцию теста, потому что в заварном тесте очень важна консистенция. Оно должно лениво, такими крупными каплями спадать с лопатки, и на лопатке должен образовываться вот такой характерный клювик. Затем можно оставить тесто отдохнуть примерно на 1,5-2 часа, накрыв пленкой при комнатной температуре, чтобы лишние пузырьки воздуха вышли из теста, и это может минимизировать разрыв эклеров, но в принципе это не обязательный шаг, можно выпекать сразу. Я подождала буквально час и далее выкладываю в кондитерский мешок с насадкой. Но можно отсаживать также из плотного пакета или даже ложкой, если у вас нет других инструментов. Мешок тестом заполняем аккуратно, чтобы в мешок попало как можно меньше воздуха. Сам мешок с тестом можно также немного помассировать, чтобы выгнать лишний воздух и минимизировать разрывы выпечки. Вот таким образом я отцедила эклеры в шахматном порядке, чтобы хорошо циркулировал воздух между эклерами. Кончики, которые загнулись, можно сгладить, смочив палец водой. Чтобы предотвратить разрывы эклеров, нужно также их присыпать сахарной пудрой, а затем уже ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, примерно на 40 минут. Время также зависит от особенностей духовки. Но очень важно первые минут 25 не открывать духовку, чтобы тесто не опало. И я решила наглядно вам также продемонстрировать, насколько важно перед выпечкой посыпать эклеры сахарной пудрой. Это действительно помогает от разрывов, не на 100%, но результат есть. Как смотрите, первая партия, она получилась с меньшим браком, то есть меньше треснутых эклеров получилось. А вторую партию я целенаправленно не стала посыпать сахарной пудрой, и эклеры, конечно же, получились менее презентабельного вида, многие потрескались, но ничего страшного, мы сейчас будем их украшать глазурью, и этого в принципе будет незаметно. Вот такие у меня эклеры получились, супер шоколадные, они полые внутри.
В качестве начинки я буду использовать ганаш на молочном шоколаде. Рецепт этого ганаша также есть уже на моем канале. Обязательно посмотрите. Начиняю эклеры при помощи специальной насадки для эклеров. И сверху наши аппетитные эклеры покрываем глазурью гурме на основе белого шоколада. И сверху я еще использую посыпушки в виде завитков из 3 видов шоколада: белый, молочный и черный. Вот такие эклеры получаются, они безумно шоколадные. Я вам очень рекомендую попробовать. Всем желаю приятного аппетита. Пока-пока.